Как вы знаете уже из прошлых дней, мы сейчас находимся в самом центре самого эмоционального раздела Шримад Бхагаватам. You can read about this pastime in the Krishna book. Вы можете прочесть об этой истории, об этой игре в книге о Кришне. Read it year after year, but only through devotional service can you begin to taste the drop of the intensity. Вы можете читать эту историю год за годом, но только благодаря преданному служению вы сможете ощутить хотя бы каплю этого нектара, этого вкуса. Krishna Lila is giving you an opportunity to see the activities of real love. Лила Кришны дает вам возможность увидеть, как истинная любовь проявляется в действиях. Amazingly, for us, the fact is, we're as conditioned souls, we are afraid of love. Самое удивительное, самое удивительное для нас, что как обусловленные души мы боимся любви. This applies to all ashrams. Это относится ко всем ашрамам. Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas. We are afraid of love. That is why we are afraid of Krishna. Мы боимся любви, и именно поэтому мы боимся Кришны. Krishna is the real lover. Relationships with Krishna are the real love. So we embrace the false love of the material world because we are afraid of the real thing. А Кришна умеет в совершенстве любить, и взаимоотношения с Кришной — это проявление истинной любви. И поэтому мы, боясь этой истинной любви, мы находим ее в материальном мире. We are afraid of the real thing and rebellious toward the real thing. Мы боимся этой реальности, этого истинного, и мы бунтуем против него. This is a very deep point. I wonder how many of you have thought about this, that actually conditioned souls are afraid of real love. Я не знаю, многие ли из вас думали по-настоящему об этом, что на самом деле обусловленные души боятся настоящей любви. Often you hear people say, often, because it makes me sneeze. Из-за гирлянды я чихаю. Often you hear people say, God is love. Часто можно слышать, как люди говорят: Бог есть любовь. I believe I've explained this point at previous festivals. Я, по-моему, уже объяснял об этом на прошлом фестивале. But when you say God is love, you're actually saying God is all attractive. Но когда вы говорите, что Бог есть любовь, на самом деле вы говорите, что Бог всепривлекающий. So what is it about Krishna that is so unlimitedly attractive? Is it his activities of creation? Так чем же Кришна столь бесконечно привлекателен? Является ли этим привлекательным его деяние по сотворению мира? Actually, Krishna is most attractive in terms of his loving affairs. На самом деле, самое привлекательное в Кришне — это его любовные отношения. So people may praise God for his creation abilities, his maintenance abilities. Люди могут прославлять Бога за его способности творить или поддерживать мир. Who made the mountains, who made the seas, somebody bigger than you or me. Кто сотворил горы, кто сотворил моря? Кто-то больше, чем вы и я. Oh God, give us the daily bread. О, Господь, пошли нам хлеб наш насущный. We may glorify God in this way, but actually in our hearts is fear of the intense loving embrace of Krishna. Вы можете так прославлять Бога, но на самом деле в наших сердцах мы жаждем, мы стремимся к этим эмоциональным отношениям, любовным отношениям с Кришной. So the material world is made for those who want to stay away from Krishna's embrace. И материальный мир, он создан для тех, кто хочет избегать объятий Кришны. In the material world, there's something known as matter, which, as we explained a few days ago, has its name in Sanskrit, Dvitiya, the second. В материальном мире есть материя, как мы несколько дней назад объясняли, которую называют двития, вторичная. Remember how we described that first the conditioned souls imagine that there's a second thing, something separate from Krishna. Мы говорили, что сначала обусловленная душа воображает, что есть, помимо Кришны, есть некая вторичная реальность.
That's step number 1 in our sad story. И это первая ступень, с которой начинается наша грустная история. Maybe there is God, but here is the material world. Может быть, есть Бог, но здесь перед нами материальный мир. So there may or may not be God. That's one thing. Может быть, он Бог, может не Бог. Это один вопрос. But here is the material world. That is the main thing. Но вот материальный мир — это самое главное, это реальность. So in this way we imagine that there's something second or other than Krishna. Так мы воображаем, что есть вторичная реальность, существующая отдельно от Кришны. And who remembers step number 2 in our sad story? И кто помнит, какая вторая ступень в нашей грустной истории? Step number 2 is, let me exploit this second thing, this other thing. На втором этапе мы начинаем думать: я хочу эксплуатировать эту вторичную реальность. Or if you are materialistically religious, you'll say, God has given us this second thing to enjoy. Или если вы такой мирской, религиозный человек, то вы будете думать, что Бог нам послал этот мир, чтобы мы могли наслаждаться им. Praise God, thank you God for giving us this world to enjoy and exploit. Хвала Богу за то, что Он дал нам этот мир, чтобы мы наслаждались здесь и эксплуатировали его. So you stay away, God, and we'll sing you some songs on Sunday. Ты, Бог, держись от нас подальше, и мы будем тебе петь хвалу на выходные, на воскресенье. And most of the time we're going to be enjoying and exploiting this world. А в остальное время мы будем наслаждаться и эксплуатировать этот мир. This is the mentality of a conditioned soul who is afraid of Krishna's loving embrace. И такова психология обусловленных душ, которые избегают любовных объятий Кришны. Please think about it. We are afraid of real love. Пожалуйста, подумайте об этом. Мы боимся настоящей любви. Now you may say, oh, my heart is so hungry for love. How can you say this? А вы можете сказать: мое сердце так изголодалось по любви. Как вы можете так говорить? But you have to look deeply with the eyes of transcendental knowledge. Но вы должны взглянуть вглубь с помощью глаз трансцендентного знания. We try to establish temporary false love in this world. Мы пытаемся установить временную, иллюзорную любовь этого мира. Especially through bodies of matter. Особенно посредством тел, созданных из материи. And we forget about the pure spiritual bodies in the pure spiritual pastimes of Krishna. И мы забываем о чистых духовных телах и чистых играх, духовных играх Кришны. We think our activities in the material world, that's the real thing. Krishna's loving activities, maybe it's mythology, maybe not. Мы думаем, что наши отношения — это настоящая реальность, а отношения Кришны, его игры, может быть, это мифология, может, этого вообще не существовало. Isn't it so? Так ведь? The body feels so real. Тело кажется нам таким реальным. Krishna, Lila, it's nice, but I don't know. Но Лила Кришны, интересно, конечно, но я не знаю. Cowherd boys, gopis, Yashoda Mai. Пастушки, гопи, Йашода Майя. It's nice to hear about from time to time. Интересно иногда послушать об этом. But the real main thing is our activities. Но настоящий реальный мир — это наши дела. As we seek satisfying love in the material world. И мы ищем удовлетворяющей нас любви в материальном мире. So please think. Actually, conditioned souls are afraid of real love. Поэтому задумайтесь об этом. На самом деле обусловленные души боятся настоящей любви. When we read Krishna's loving affairs, it seems so exotic to us because the love is so intense. Когда мы читаем о любовных отношениях Кришны, они кажутся нам какими-то чрезвычайно экзотическими, потому что эта любовь, она настолько глубока, настолько интенсивна. How many of you thought like that when you first read in the Krishna book about Krishna's loving affairs with his dearmost devotees? Кто из вас так подумал, когда вы впервые прочитали о любовных отношениях Кришны и его дорогих преданных? How many of you thought, this is too intense? В источнике. Кто из вас подумал, что это чересчур, это слишком?
this is not real, it's too intense. Это нереально, это слишком сильные чувства. I mean, there's romance, we all know about that. Ну, конечно, есть романтические отношения, мы об этом все знаем. There's the passion of love in this world. Любовная страсть этого мира, нам это известно. But Krishna's loving affair with his devotees, that's so intense, it seems like mythology. Но эти любовные отношения Кришны со своими преданными настолько интенсивны, что очень уж это напоминает мифологию. And furthermore, in our hearts, we're thinking deep down in our hearts, I don't want to get too close to Krishna because you don't know what will happen. И более того, глубоко в нашем сердце мы думаем, нет, я, пожалуй, не буду, я, пожалуй, буду держаться подальше от Кришны, потому что откуда я знаю, чем это закончится. Right? The material energy, we can understand what will happen. В материальной энергии нам все известно, как там, что происходит. We'll work hard and get smashed. Мы тяжело работаем, и она нас давит. And every once in a while there'll be some rajagun pleasure. И иногда, время от времени, мы испытываем наслаждение в раджагуне. And then some tamagun, forgetfulness of our misery. И также тамагуна, мы забываем о своих страданиях. We can understand what the material energy is going to give us. Мы понимаем, что нам дает материальная энергия. Not good, not bad. Неплохо, не хорошо. Things happen. Так уж бывает. But Krishna, you just don't know. Но Кришна тут неизвестно. One day he seems to give you so much bliss, the next day he seems to take everything away. Сегодня он вам вроде бы столько наслаждения доставляет, а завтра он у вас все забирает. Why can't Krishna do things our way? Почему бы Кришна не действует так, как мы хотим? Then we would be encouraged and enlivened in devotional service. Это бы вдохновляло нас, оживляло нас в преданном служении. I discussed this in the book Bhakti Bhava. Я это объясняю в своей книге Бхакти Бхава. Maybe some of you remember parts of that seminar. Может быть, кто-то помнит части этого семинара. We are thinking, Krishna should understand, we'll be more enthusiastic in service if he does everything our way. Мы думаем, что Кришна должен понять, что мы бы были более вдохновлены, гораздо более вдохновлены в нашем преданном служении, если бы он делал так, как нам хочется. How many of you have thought of that from time to time? Кого из вас посещали такие мысли время от времени? Raise your hand. But with Krishna, you just don't know what he's going to do. Но с Кришной никогда не знаешь, что он сделает в следующую минуту. He says, Sarvadharmam pratyajam mamekam sharanam, just surrender to me. Okay, but what comes next? Кришна говорит, Сарвадхармам паритяджа, предайся мне. Хорошо, ну а что дальше? What about our material desires? А как насчет наших материальных желаний? Can we surrender to Krishna and keep our material desires? Можем ли мы предаться Кришне и сохранить при себе наши материальные желания? Wouldn't that be a great bhakti process? Разве это бы не было классным процессом бхакти? What do you think? Как вы думаете? It would solve the whole problem with Krishna consciousness, right? Все проблемы в сознании Кришны тотчас же бы решились. Oh, Krishna, I surrender to you fully with all my material desires. Кришна, я полностью предаюсь тебе со всеми своими материальными желаниями. Is that real love? Это настоящая любовь. What lady would like it if her husband said, "You are my wife, I accept you as my everything, and I also maintain affection for all the other girls in the city"? Как что вам понравилось ли бы женщинам, если бы ваш муж сказал вам, что ты моя любимая жена, я очень тебя люблю и буду всегда с тобой, и при этом я сохраню все свои отношения со своими девушками из прошлого. Could you say that to another party? I'm surrendering to you. Я предаюсь тебе. And I also, of course, I appreciate and have affection for every other girl in Burma. Я люблю тебя очень, но также я буду любить дальше всех остальных девушек в Перми. Now let our relationship be successful. И сейчас наши отношения будут точно успешными. Does it work that way? Разве так у нас
в нашей жизни работает? Of course not. Конечно, нет. But this is what we do to Krishna. Но именно так мы поступаем с Кришной. Krishna, I surrender to you, and I also maintain all my attachments for matter. Кришна, я предаюсь тебе, но я также сохраню все свои привязанности к материи. Do you think Krishna wants that kind of love? Вы думаете, Кришна хочет такой любви? So the whole process of bhakti is to bring out from us pure love. И смысл пути бхакти — это вывести нас к чистой любви. Because that's the only thing that will satisfy the heart. Потому что это единственное, что доставит нашему сердцу удовлетворение. As Bhagavatam says, Yenatma suprasiditi. The self is fully satisfied when there is pure devotional service. Поэтому в Бхагаватам говорится, что душа обретает полное удовлетворение только в чистом преданном служении. So the intensity that you're seeing in Krishna Leela is the intensity of pure love. Поэтому эти интенсивные эмоции, которые мы наблюдаем в Кришна-лиле, это интенсивность чистой любви. The gopis have no material bodies. They are pure spiritual energy. У гопи нет материальных тел, это их тела состоят из чистой духовной энергии. And they are expressing pure spiritual emotions. И они выражают чистые духовные эмоции. The place we are in this Leela, when Krishna is about to leave for Mathura, is late at night before his departure. Итак, где мы сейчас находимся? Мы находимся в месте во Вриндаване, когда Кришна собирается покинуть Вриндаван и уехать в Мадхуру, и сейчас уже поздний вечер. Akrura has finished talking to Nanda Maharaj and Krishna and Balaram. Акрура уже закончил свою беседу с Нанда Махараджем и Кришна Баларамой. Akrura has told Krishna all about Kamsa's plan that Krishna and Balaram come to Mathura for the wrestling match. И Акрура уже поведал Кришне о плане Камсы, о том, что тот пригласил его на это борцовское состязание. And remember how Krishna and Balaram mildly laughed at Kamsa's plans. Мы помним, как Кришна с Баларамой слегка рассмеялись, когда услышали об этом плане. And remember how in Nectar Devotion you find statements by Kamsa indicating he had traces of hopelessness in ecstatic love. И помните, мы сказали, что в Нектаре преданности говорится, что в этом страхе Камсы таились как бы признаки безнадежности. In ecstatic love. И он не чувствовал, он чувствовал себя безнадежным, и это было проявление экстатической любви. The second half of Nectar Devotion is understood through devotional service. Вторую половину нектара преданности мы сможем постичь только благодаря преданному служению. Sometimes devotees have this idea that they shouldn't read the second half of Nectar Devotion. Иногда у преданных такое представление возникает, что они не должны читать вторую половину нектара преданности. But Srila Prabhupada instructed you read all of Nectar Devotion again and again, and gradually, because of your service attitude, you'll understand. Но Шрила Прабхупада дал такое наставление. Вы должны читать нектар преданности снова и снова, до тех пор, пока не постигнете духа преданного служения. After Nanda Maharaj informed the cowherd men, tomorrow we pack up and go to Mathura, we'll bring some ghee and other milk products as tax to pay to the king. И затем Нанда Махарадж сообщил остальным пастухам: завтра мы отправляемся в Мадхуру, подготовьте молочные продукты, такие как ги и так далее, чтобы мы заплатили ими свои налоги. Remember we discussed how the gopis found out indirectly by rumors, by village talk? Помните, как гопи узнали об этом по слухам? They spent the whole night in anguish that is beyond words. И они провели всю свою ночь, испытывая боль, которую не описать словами. These gopis, we discussed yesterday, couldn't even tolerate a moment's separation from Krishna, and now a lengthy separation is about to happen. Эти гопи, как мы уже говорили, они не могли перенести даже краткую разлуку с Кришной, а сейчас им предстояло надолго разлучиться с ним. They began to criticize providence, destiny. И они начали проклинать, критиковать провидение.
Oh destiny, oh providence, oh creator, you are so cruel, you have not one drop of mercy. О провидение, ты настолько жестока, у тебя нет ни капли сострадания к нам. Because you bring together people in friendship and intense loving exchanges, and then you separate them before they have a full chance to enjoy. Потому что ты сводишь людей в дружеских отношениях, любовных отношениях, и разлучаешь их еще до того, как они получают возможность полностью насладиться этими отношениями. The gopis accused destiny or the creator of giving sorrow to all the souls in this world. И гопи обвиняют провидение или Творца в том, что он приносит печали всем душам этого мира. What is that sorrow? И в чем эти печали выражаются? They said, you showed us the beautiful smiling face of Mukunda, which removes all suffering, and then you made that face disappear. Они сказали, что ты явила нам прекрасное улыбающееся лицо Мукунды, устраняющее все печали, и затем это лицо исчезло. Furthermore, they accused providence or destiny. You have come here in the form of Akrura, whose name means not cruel. И далее они продолжают свои обвинения провидением. Ты привела сюда Акруру, которого зовут нежестоким. This is so bitter for the gopis that someone whose name is not cruel is coming to do the greatest cruelty. Гопи настолько огорчены, им настолько неприятно, что тот, кого зовут нежестокий, собирается доставить им, поступить с ними страшно жестоко. That cruelty means taking away both Krishna and the eyes of the gopis. И эта жестокость выражается в том, что он отнимет у глаз гопи Кришну. How is that possible that not only Krishna is taken, but also the eyes of the gopis? How is that possible? That providence is taking Krishna away and also the eyes of the gopis? Как это возможно, что провидение забирает не только Кришну, но также и глаза гопи? Because what is the use of the eyes of the gopis without Krishna? Потому что какой смысл в глазах гопи без Кришны? You can't conceive of such love. Вы не можете постичь даже такой любви. The beloved is departing, and you're saying, not only are you going, but my eyes are also going. Их возлюбленный покидает их, и они говорят, что не только ты покидаешь нас, но даже наши глаза покидают нас. Because without seeing you, we are blind. Потому что не видя тебя, мы остаемся слепыми. Then the gopis thought, but why should we simply just criticize destiny or the creator? What about Krishna? И затем гопи подумали, а почему мы должны критиковать только провидение, только Творца? Почему бы не покритиковать Кришну? So they began to talk about Krishna in a criticizing way. И они начали очень критично высказываться в отношении Кришны. But please understand, this criticism is an ecstatic, pure love. Но вы должны понять, что их критика была пропитана экстатической, чистой любовью. Why should we criticize providence? Krishna is the one who is acting indifferent to us. Почему мы должны критиковать только провидение? Кришна действует безразлично к нам. Krishna is the one who's breaking the bond of love. Кришна именно тот, кто разрывает узы любви. He's brought us to the point of death with this news of his departure. Он довел нас до состояния смерти этими новостями о своей предстоящей разлуке. He's going to mature for his own happiness. He doesn't care for us who have given up everything for him. О своем отъезде он абсолютно не проявляет никакой заботы, никакого чувства по отношению к нам, уезжая в Мадхуру. We gave up everything for him. Home, husband, happiness. And now he is giving us up. Мы ради него отказались от всего, от дома, от мужей, от счастья, а теперь он отказывается от нас. Why is he doing this? Почему он так поступает? Because he wants new lovers. Потому что ему нужны новые отношения романтические. We are the old lovers, and therefore he's giving us up and going away. Мы его старые возлюбленные, поэтому он нас бросает и уезжает. So what is the result for us?
что же нам теперь делать? In this life, we achieve nothing. В этой жизни мы ничего не достигли. Because we left our husbands for Krishna, and then Krishna left us. Потому что ради Кришны мы оставили своих мужей, а Кришна оставил нас. Not only in this life will we have nothing, but in the next life we'll get nothing, because we broke the laws of Dharma. И не только в этой жизни мы останемся ни с чем. Мы останемся ни с чем в следующей жизни, потому что в этой жизни мы нарушали закон Дхармы. Try to understand how the gopis are thinking intensely of Krishna's smiling, his walking. Попробуйте представить себе эту силу эмоций гопи, когда они представляют, как Кришна улыбается, как он ходит. His loving words with them. Как он произносит им любовные слова. That's their intense thinking of Krishna. И так они глубоко погружены в мысли о Кришне. Manmana bhava madbhakto majaji mam namaskuru. Krishna says in the Gita, always think of me. There's no better thinkers of Krishna than the gopis. Кришна говорит, всегда думайте обо мне, и нет никого, кто думал бы так обо мне, как гопи. Then the gopis began to visualize what would be happening in Mathura. И затем гопи начали представлять, что же произойдет в Мадхуре. They said, just as we are becoming unfortunate, the women of Mathura will become so fortunate. Он сказал, так же как мы стали совершенно несчастными, так же настолько же счастливыми станут женщины Мадхуры. When dawn comes tomorrow, it'll be doom for us and the greatest day for the women of Mathura. Когда завтра наступит рассвет, мы будем обречены, и это будет самым счастливым днем для женщин Мадхуры. Those women of Mathura will be able to taste Krishna's face. Эти женщины Мадхуры смогут насладиться лицом Кришны. How do they describe Krishna's face? Как они описывали лицо Кришны? As the incarnation of intoxication. Как воплощение дурмана. That is the beauty of Krishna's face. Такова красота лица, лика Кришны. And when Krishna gives his smiling glances, those glances have hints of secrets of the most confidential rasa. И когда Кришна бросает свои любовные взгляды, эти взгляды содержат в себе таинственное послание любви. So the women of Mathura will accept the hints that are contained in those glances. И эти женщины Мадхуры, они будут принимать эти послания, которые передаются взглядом Кришны. Now other gopis said, well, maybe he'll just stay in Mathura a few days and attracted by our love, he'll be brought back by his parents. И какие-то гопи сказали, что, возможно, он останется в Мадхуре на несколько дней, но затем он вынужден будет вернуться, будучи привлеченный любовью своих родителей. But other gopis criticize him. You fools! Even if Krishna is obedient to his parents, still he'll be overwhelmed by the sweetness of the women in Mathura. И другие девушки, другие гопи сказали, вы дурочки, даже если он верен своим родителям, тем не менее он не удержится и останется в Мадхуре, связанный вот этой сладостью женщин, местных женщин. There's no need for us simple village women to have false hopes. Мы, простые деревенские девушки, не должны тешить себя ложными надеждами. You may say that Krishna, because of a sense of duty to his parents, will return. Вы можете говорить, что Кришна, принуждаемый долгом перед своими родителями, вернется. And therefore, we should have faith. И поэтому мы должны питать надежду. But the truth is, Krishna will be completely bewildered by the glances and smiles of the ladies in Mathura. Но истина в том, что у Кришны полностью, у Кришны скружится голова, когда он будет испытывать на себе взгляды и улыбки женщин Мадхуры. We can only taste a drop of the ocean of this pastime by repeated hearing as we year after year perform surrendered devotional service. И мы сможем испытывать капли нектара этих игр, когда год за годом мы будем совершать свое преданное служение. And as the years go by in Krishna consciousness,
these pastimes will bury themselves deeper and deeper in our heart. И по мере с течением лет, проведенных нами в сознании Кришны, эти игры будут все глубже и глубже отпечатываться в нашем сердце. Next, the gopis are going to curse Akrura. И далее гопи начинают проклинать Акруру. Akrura didn't even come and talk to them and explain to them. Акрура, он даже не подходил к ним и не объяснял им. He didn't promise to bring Krishna back. Он не обещал привести Кришну. Therefore, Akrura is guilty of killing the Brajvasis. Не обещал вернуть Кришну, поэтому Акрура виновен в смерти, в убийстве Браджаваси. Akrura has come to Vrindavan and spread cruelty everywhere. Акрура приехал во Вриндаван и везде здесь распространил свою жестокость. What about that hard-hearted Krishna, though? Но что же можно сказать про этого жесткосердечного Кришну? Just see how he's preparing with his cowherd boyfriends to leave in the morning on the cart. Вы только взгляните, он готовится со своими пастушками уехать рано утром, подготавливая свои повозки. Krishna will leave on the chariot, the cowherd boys will follow on a cart. Кришна поедет на колеснице, а пастушки поедут за ним на тележке. The gopis said, but these cowherd boys like Sridama are so foolish. И гопи говорили, но эти пастушки, такие как Шридама, они настолько глупые. They don't understand that when Krishna does not return from Mathura, the cowherd boys will die just like we are going to die. Они не понимают, что если Кришна не вернется из Мадхуры, то эти пастушки умрут так же, как мы умрем. The elders of Vrindavan don't stop Krishna. Старые, пожилые члены общины Вриндавана не останавливают Кришну. Destiny doesn't stop him in the form of natural disasters. И провидение, судьба не останавливает его в форме каких-то катаклизмов природных. So the gopis said, because everyone is conspiring against us, we have to take direct action and stop the chariot. И гопи сказали, поскольку все сговорились, все устроили этот заговор против нас, мы должны действовать напрямую и остановить эту колесницу. In this thorough discussion, they were in the highest ecstasy. В своих разговорах между собой они достигли состояния высочайшего экстаза. But to us, it seems like the most painful anguish. Но нам это может показаться как страшная боль. It is the greatest pain and the greatest anguish, but it's purely spiritual. Это действительно страшная боль, но она совершенно духовна. It's a pleasure that we cannot conceive of. Это наслаждение, счастье, которое мы не можем постичь. So they made plans. We will stop the chariot with our hands and with our clothes. И они решили, мы остановим колеса этой колесницы. We'll also stop Krishna with our words. Oh, beloved, please come down from the chariot. Don't go ahead and kill thousands of innocent people by your leaving. Держа эти колеса своими руками, связав их своими одеждами, и мы также попросим, мы стянем Кришну вниз, пожалуйста, дорогой наш возлюбленный, не сойди с колесницы, не стань причиной смерти тысяч своих преданных. But then the gopis thought, if we take direct action and stop and try to stop the chariot and we plead with Krishna, our secret love for Krishna will become public. Но затем гопи подумали, если мы вцепимся в эти колеса, если мы обратимся к Кришне и заставим его сойти с колесницы, все узнают о нашей тайной любви к Кришне. All the rumors in Vrindavan will be confirmed. Все эти сплетни, все эти слухи во Вриндаване найдут подтверждение. And will be rejected. И нас изгонят. But then they thought, but anything is better than Krishna's leaving. Но затем они подумали, что бы ни случилось, это лучше, чем если Кришна уедет. In other words, we have nothing to lose now by going public. Иными словами, они сказали, что нам нечего терять, если все это будет передано огласке. Let everyone find out about our secret love for Krishna if that makes Krishna stay. Пусть все узнают о нашей тайной любви к Кришне, если это остановит его.
Maybe we'll be barricaded in our house, imprisoned in our house. We don't mind. Может быть, нас запрут в наших домах, мы не против. As long as Krishna stays. Главное, чтобы только Кришна остался. Some of our friends will bring us remnants of Krishna's food while we're imprisoned in our houses, and that'll be fine. Наши подруги будут приносить нам остатки пищи Кришны, пока мы будем томиться в заточении в наших домах. Нас это устроит. So they thought, even if all of Vrindavan finds out the facts that we really are Krishna's lovers, that's okay. Anything is better than Krishna's leaving. И они подумали, что даже если все узнают о наших тайных отношениях с Кришной, что мы возлюблены Кришны, ничего страшного, мы готовы принять все, кроме отъезда Кришны, кроме его ухода. Then the gopis predicted. И затем гопи предсказали. In the evening of the day of Krishna's departure, we will die. Вечером, в тот день, когда Кришна уедет, мы умрем. Why? Почему? Because evening will come and Krishna won't be here. Потому что придет вечер, и Кришны не будет с нами. And what usually happens in the evening in Vrindavan? И что обычно происходит вечерами во Вриндаване? Who knows? Кто знает? Krishna returns from the forest with the cowherd boys, and the gopis are waiting for him to receive his glance. Кришна возвращается с пастушками из леса, и гопи выходят, чтобы принять его своими взглядами. That's a daily evening event in Vrindavan. Это каждый день происходит по вечерам во Вриндаване. Krishna glances over the gopis. Кришна бросает взгляды на гопи. And they look at him out of the sides of their eyes. И They look at him. они смотрят на него из уголков своих глаз. No more. И этого больше не будет. Evening is going to come and nothing. Вечер наступит, ничего этого не будет. Therefore the gopis predicted death tomorrow evening. Поэтому гопи предсказали, мы завтра умрем вечером. Morning has come. И настало утро. That dawn that is doomed for the residents of Vrindavan and the beginning of auspiciousness for the residents of Mathura. И этот рассвет принес обречение обитателям Вриндавана, и он знаменовал собой начало благоприятного времени для обитателей Мадхуры. The gopis gathered in a group and proceeded toward the chariot to bring Krishna down. Гопи собрались в группах и двинулись к колеснице, чтобы спустить с нее Кришну. But their legs became paralyzed. They were so devastated that all they could do was cry. Но их ноги не двигались, они настолько были опустошены, что все, что они могли сделать, это плакать. Due to the pain of separation, they couldn't move one step or utter any clear word. Из-за боли разлуки они не могли ни на шаг сдвинуться и освободить дорогу. You cannot imagine the intensity of this scene. Мы не можем даже себе представить интенсивность этой сцены. Now you may say, what about Mother Yashoda? Why isn't her grief described? Мы можем подумать, а как же насчет матушки Яшоды? Почему здесь не описана ее печаль? We don't hear that in the Bhagavatam. В Бхагаватам об этом мы не слышим. One reason the acharyas give is that Shukadeva Goswami was so absorbed in the grief of the gopis that he didn't mention Mother Yashoda's grief. Одна из причин, которую приводят ачарьи, это то, что Шукадева Госвами настолько был погружен в печаль, что даже не упомянул печали матери Яшоды. Another reason the acharyas give was that Mother Yashoda was assured by Nanda and the older cowherd men. И другая причина это то, что мама Яшода была заверена Нандой и другими пастухами. Don't worry, Krishna's going with us. He's going to be eating with his father at the right time. Они заверили ее: не переживай, Кришна будет есть с нами в нужное время вместе с нами, с пастухами. He'll be taking a nap on his father's lap. Он будет спать на коленях своего отца. These are the concerns of Mother Yashoda, even though Krishna is almost 16. Потому что именно это волновало матушку Яшоду, несмотря на то, что Кришне было уже почти 16 лет. This is Vatsalya praying
intense parental love of Krishna. Так проявляется ватсалия преман, сильная родительская любовь к Кришне. How will Krishna eat? How will he sleep properly? А как Кришна там будет есть? Будет ли он спать как следует? So one reason why the grief of Mother Yashoda is not mentioned is that she was assured by Nanda Maharaj, don't worry, I'll be there with Krishna and I'll bring him back. Поэтому это одна из причин, почему там не написано о печали, переживаниях матушки Яшоды, потому что Нанда Махарадж ее заверил, он ее успокоил, не переживай, я позабочусь о Кришне и верну его. In just 2 days we'll be back. Через 2 дня мы уже вернемся. Now Krishna is seated on the chariot, И сейчас Кришна восседает на колеснице, ready to depart. готов отправиться. Remember the gopis, they tried to surround him and stop him, but their limbs were paralyzed. Помните, гопи пытались его остановить, но члены их тела были парализованы. Krishna doesn't speak to them, he just looks with a glance that tells them, don't be sad, I'll return. Кришна даже не говорит с ними, просто своим взглядом он дает им понять, не переживайте, я вернусь. When they read this in the glance of Krishna, they became a little hopeful. И когда они прочли это послание во взгляде Кришны, то они обнадежились, немного обнадежились. That's why their legs were able to move a little and they started following after the chariot as it left. И поэтому их ноги стали немного подвижными, и они смогли последовать за колесницей, когда та отправилась в путь. Such an intense situation. Это очень сильная эмоциональная атмосфера, ситуация. But after walking just a little bit, they began to think, we want more than a glance. We want some words from Krishna. Но немного пройдя за колесницей, они подумали, что нам нужно больше, чем просто взгляда, мы хотим слов Кришны. Krishna sent back messages through messengers, assuring them that he would return. И Кришна через своих гонцов передал им послание, где он заверял их в своем возвращении. Those messages from Krishna said that if I don't return in 2 days, then both you and I will not be able to maintain our life. И Кришна там заверил их в своих посланиях, что если я не вернусь через 2 дня, то ни вы, ни я не сможем выжить. But let us say I do manage to live. What does that mean? Но, допустим, если я даже выживу, что это будет значить? Let us say due to destiny I don't die because of separation from you. Допустим, что благодаря провидению я не умру от разлуки с вами. What that means is I'll live and suffer more than 1 million. I'll have suffering more than 1 million deaths. Означать это будет то, что я, если я выживу, буду страдать болью больше, чем боль миллионов смертей. So these words are full of the nectar of the highest prema. И эти слова, они наполнены нектаром высочайших премы. Now visualize the chariot with its flag going further and further down the road. И представьте себе, вообразите себе колесницу, которая с флагом наверху скрывается по дороге. The chariot's not visible anymore, just the flag on top of the chariot can be seen going down the road. Колесницу уже не видно, заметен лишь только флаг на колеснице, который скрывается из поля зрения. What are the gopis doing? И что делают гопи? They're following that chariot and the flag with their minds. Они следуют за этой колесницей и за этим флагом в своем сознании. They're standing in the road, completely still, like painted pictures. Они стоят на этой дороге, обездвиженные, словно нарисованные изображения. First, they can't see the chariot anymore, just the flag. Сначала они уже не видят колесницы, они видят только флаг. Then they can't see the flag anymore, just dust coming from the chariot wheels. Но затем и флаг скрывается из их вида, только пыль, поднятая колесами. And then nothing. И затем ничего. They turned and went back to the village, giving up all hope that Krishna would ever return. Они повернулись и вернулись в деревню, оставив всякие надежды на возвращение Кришны.
in the Bhagavatam, you don't find out about their anguish, the anguish that covered Vrindavan until it's time for Uddhava to visit Vrindavan. И в Бхагаватам вы не найдете этого описания этой боли, которую испытывали обитатели Вриндавана в то время, как Кришна отсутствовал там, до тех пор, пока Уддава не вернулся во Вриндаван. So I invite you to please read this Lila in Krishna book again and again as you perform selfless devotional service, and you will taste more and more of its nectar. Поэтому я приглашаю вас читать эту Кришналилу снова и снова, одновременно с этим совершая преданное служение, чистое преданное служение Ему, и в конце концов вы сможете все больше и больше ощущать нектар этих лил. Shukadeva Goswami doesn't describe what happens when evening comes after the morning of Krishna's departure. Шукадева Госвами не рассказывает о том, что случилось вечером в тот день, когда Кришна уехал. And Krishna is not there to return from the forest. И Кришна не вернулся из леса в тот день. Thank you, Hare Krishna. Are there any questions? Есть ли вопросы? So you thought you knew what love is, huh? То есть вы думали, что знаете, что такое любовь, да? What experience do you know like what you heard? You don't know any experience like what you heard. Вы не знаете ничего подобного из того, что вы слышали. У вас нет опыта. As we serve Krishna, we become more confident of Krishna's loving embrace. Когда мы служим Кришне, то у нас все больше и больше вселяется уверенность, что мы знаем в объятии, в любовном объятии Кришны. We begin to recognize our impersonalism and voidism that masquerades as love. Мы начинаем распознавать наш имперсонализм, наше стремление к пустоте, привязанность к пустоте, которая отталкивает нас от вот этого любовного объятия Кришны. It's very embarrassing. И это очень смущает, когда это понимаешь. But recognizing those contaminations is the first step toward our heart becoming soft. Но когда мы Recognizing that contamination. Но когда мы признаем, что у нас есть эта скверна, то это первый шаг к тому, чтобы избавиться от этого. Questions? Вопросы? А как же можно не бояться этой страшной боли разлуки? How? Как можно не бояться этой страшной боли разлуки? Separation from Krishna is actually impossible. Разлука с Кришной на самом деле невозможна. The real mystery of Vrindavan is that Krishna, after his departure, was present even more intensely through bhava, through love. Истинная тайна Вриндавана в том, что Кришна после своего отъезда еще сильнее присутствовал с обитателями Вриндавана в их чувствах любви, в этой бхаве. Another example. Еще один пример. After the departure of Srila Prabhupada, После ухода Шрилы Прабхупады I was so afraid, never this opportunity again. я очень боялся, думая, что никогда больше такой возможности не будет. Actually, my godbrother Jayananda Prabhu, he desired to leave this world before Srila Prabhupada because he couldn't bear the experience of being in this world without Srila Prabhupada's physical presence. На самом деле мой духовный брат Джайананда Прабху, он решил уйти до ухода Прабхупады, потому что он понимал, что не сможет вынести
этой разлуки, не сможет вынести ухода Шрилы Прабхупады из этого мира. I remember Haridas Thakur's departure. Я помню уход Харидаса Такура. He asked Lord Chaitanya, give me the benediction that I can depart from this world before you. Вспомните этот уход. Он попросил благословения у Господа Чайтаньи, пожалуйста, благослови меня уйти до тебя, чтобы я не видел твоего ухода. Because I can't live in this world without your physical presence. Потому что я не могу жить в этом мире без твоего присутствия. But the fact is, the Vani, the presence of the Guru through instruction is more powerful than the physical presence. Но факт состоит в том, что Вани, то есть присутствие гуру в своих наставлениях, обладает большей силой, чем его физическое присутствие. Getting this realization is when your spiritual life really matures. Если вы обретаете это понимание, этот опыт, то тогда ваша духовная жизнь по-настоящему созревает. I know it's a little hard to understand. Я знаю, что это несколько сложно понять. How the Vani, the association with the Guru through instruction, is more intense than the physical association. Понять, что Вани, вот это общение с гуру через его наставления гораздо более интенсивно, чем общение с ним в его физическом облике. This is something to be realized by mature devotion. И это необходимо осознать благодаря зрелой преданности. Вы описали высокий уровень любви гопи к Кришне. А можно ли развить такую же любовь к преданным? Существуют ли примеры такие, чтобы преданные также любили друг друга, как... You can't love Krishna without loving his devotees. Вы не можете любить Кришну, не любя его преданных. What does Krishna say in the Adi Purana? Что Кришна говорит в Ади Пуране? One who says he's my devotee is not my devotee, but one who is the devotee of my devotee, that's the devotee. Тот, кто говорит, что он мой преданный, не является моим преданным. Мой преданный тот, кто говорит, что он преданный моего преданного. For example, some people make the mistake about thinking that there's no love in the brahmacharya ashram. К примеру, некоторые люди допускают ошибку, когда думают, что в ашраме брахмачари нет никакой любви. Since you're a brahmachari, I'll explain. Поскольку ты брахмачари, я это объясню. I'm also sannyasi, is also brahmachari. Саньяси тоже брахмачари. So some people think, oh, how do these brahmacharis and sannyasis live without love? Некоторые люди думают, как эти брахмачари и саньяси живут без любви. But actually, a real brahmachari ashram is full of love and care. Но на самом деле настоящий ашрам брахмачари, он преисполнен любви и заботы. No one can live without love and care in any ashram. Никто ни в каком ашраме не может жить без любви и заботы. We just in our conditioned life, have a contaminated understanding of what is love. У нас, в нашей обусловленной жизни, у нас оскверненное понимание о любви, представление о любви. It's selfish, it's lusty. Наша любовь, она наполнена, продиктована эгоизмом или похотью. But in a real brahmacharya ashram or amongst mature sannyasis, you'll see deep love. Но в настоящем ашраме брахмачари или среди зрелых саньяси вы увидите выражение глубокой любви. That's experienced through sharing realizations about Krishna's service. И это можно ощутить, когда делишься своими откровениями, полученными в служении Кришне. Chanting and dancing together. Когда танцуешь и поешь вместе с другими. These are activities of love. Это действие любви. Being concerned about the other's welfare. Когда вы заботитесь о благополучии других. These things must be in every ashram. И все это должно быть в каждом ашраме. Okay?
Как избавиться от страха перед любовью? Through attentive chanting and through trying to perform selfless devotional service. Избавиться можно благодаря внимательному повторению святого имени и благодаря бескорыстному служению. You make one step toward Krishna, he makes 10 towards you. Вы делаете Кришне один шаг, он делает к вам 10. All the fear is just in our mind. Все эти страхи только в нашем сознании. Oh, you do selfless devotional service, you don't know what will happen to you. Если бескорыстно служить, еще не знаешь, что с тобой случится. That's mental material paranoia. Это такая ментальная, материальная паранойя. I've been told by Srila Naranjan Maharaj that the organizers of this festival every year have to depend on Krishna. Мне Шрила Наранджан Махарадж сказал, что организаторы этого фестиваля каждый год вынуждены полагаться на Кришну. There's no festival fees. Where's the money going to come from? Нет платы за фестиваль, откуда же взять деньги? Still, they have to make plans. Тем не менее, они должны строить планы. This is a huge organizational effort. Это огромная организационная работа, этот фестиваль. So you could say, oh, they should be very afraid. И вы можете подумать, сказать, что, наверное, они очень боятся. Well, they probably are. И, возможно, да, они боятся. But year after year, Krishna is showing them that because of their pure desires to serve Him, somehow or other, everything is happening. Но год за годом Кришна показывает им, что благодаря их чистому желанию что-то происходит. So the festival organizers are functioning on a very high level of Krishna consciousness. Так этот фестиваль организуется на очень высоком уровне сознания Кришны. And now you have a festival that is the best festival in all of ISKCON. Сейчас у вас есть этот фестиваль, это лучший фестиваль во всем ИСККОН. Make some steps forward to increase your service. Сделайте какие-то шаги, чтобы усилить ваше служение. And your relationship with Krishna will increase. И ваши отношения с Кришной укрепятся, усилятся. By serving the spiritual master, by serving the devotees, Krishna becomes pleased. Когда мы служим нашему духовному учителю, когда служим преданным, то Кришне это приятно. That's why Bhaktivinoda Thakur says in his song, I'm simply running after the devotees shouting, Krishna, Krishna. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур в своей песне поет, я просто бегу за преданным Кришной и кричу Кришна, Кришна. He doesn't say I'm running after Krishna. Он не говорит, я бегу за Кришной. He's a liberated soul, eternal associate of the Lord, but he doesn't say he's running after Krishna. Он освобожденная душа, чистый преданный Господа. Он не говорит, я бегу за Кришной. He's running after the devotee. Он бежит за преданным. Какие чувства Кришна испытывает, уезжая из Вриндавана? The acharyas say he was feeling anguish that, oh, as I said at the end, Krishna is saying, if I don't come back the day after tomorrow, I will die of separation, just like you will die. Ачарья объясняет, что Кришна испытывал боль. Он, как я уже говорил, он сказал, что если я не вернусь через 2 дня, я умру так же, как вы умрете. And if somehow by destiny I manage to live a long life, still the suffering I'll experience will be like dying millions of times. И даже если по воле судьбы я не умру через 2 дня, тем не менее те страдания, которые я буду испытывать, они в миллионы раз будут превышать страдания смерти. Also, Krishna was focusing on his duty in Mathura to kill Kamsa and rescue his parents. И Кришна также был сосредоточен на своем долге, который он должен был исполнить в Мадхуре, убить Камсу и освободить своих родителей. Of course, we explain the mystery of Vrindavan. И, конечно, мы объяснили тайну Вриндавана. Rupa Goswami says that actually Krishna doesn't take a step out of Vrindavan.
Тайна в том, что Рупа Госвами говорит, как Рупа Госвами говорит, Кришна на самом деле не делает ни шагу за пределы Вриндавана. Кришна, который уезжает в Мадхуру, его называют Яду Кумар Кришна. Кришна остается, он присутствует во Вриндаване в форме любви к своим преданным, своих преданных. Почему Крура никак не успокоил гопи, тем самым совершили великое оскорбление гопи? Ничего не сказал. Почему Акрура не успокоил гопи? Да. Почему он ничего не сказал, и тем самым совершил огромное оскорбление? Один. This is the way of the lila. Но так, почему Акрура ничего не сказал гопи и таким образом совершил, не успокоил их, таким образом совершил великое оскорбление по отношению к ним? Махарадж сказал, что это так работает, так устроена лила. Krishna knows how to arrange the leelas so they happen with the most intensity. Кришна знает, как организовать лилу так, чтобы она вызывала самые сильные эмоции. The impact is greater when you find out from other sources about some disaster than when someone comes and tells you to your face. Что впечатление гораздо более сильное, когда вы узнаете о какой-нибудь катастрофе, каком-нибудь потрясении по слухам, а не когда вам говорят их напрямую. Isn't that so? Ведь так? I'll give you a very strong example. Я приведу вам очень сильный пример. True story from South Africa. Это настоящая история из невыдуманная история из Южной Африки. One lady's son was a political organizer during the apartheid days. Сын одной женщины был организатором политических встреч, политическим организатором во время периода апартеида. He was African and he was organizing protests against the apartheid government. Он был африканцем, и он был организатором вот этих вот протестов против апартеида. So the police killed him and some of his other organizers. И полиция убила его и некоторых из его сподвижников. So there were several organizers killed. One mother describes looking up the road in this village, waiting for her son to come home. То есть полиция уничтожила нескольких организаторов, и говорится, как одна матушка, она смотрела на дорогу, ожидая возвращения своего сына. Потому что каждый день ее сын возвращался домой в одно и то же время. Это была маленькая деревушка где-то. И она смотрела. Солнце все садилось все ниже и ниже. Но ее сыновья не возвращались. Ее сын. Где же он? Another mother is also waiting for her son. Другая мать тоже ждала своего сына. She doesn't know where he is. Она не знает, где он. So, as is normal in material families, in the evening they watch the news on television. И как обычно принято в обычных семьях, по вечерам они смотрят новости по телевизору. So the mother was not suspecting anything. Матушка ничего не подозревала. She was not worried. Она не волновалась. Hey, son is a little late. Ну, сын немножко запаздывает. Let me watch the news. Надо посмотреть новости. What did she see on the И news? что же она узнала по новостям? The dead body of her son, half burned. Она увидела там полуобгоревший труп своего сына. Without warning, she saw that on television. Никто не предупреждал ее, она увидела это по телевидению. Only a mother can understand the anguish. Только мать может понять эту боль. Can you conceive of such a thing? Можете себе представить? Just innocently turn on the television. Okay, let's watch the news. Ничего не подозревая, включать телевизор, чтобы посмотреть новости. And there you not only see the dead body of your son, but the body is half burned. Там вы видите не только мертвое, не просто мертвое тело своего сына, но полуобгоревшее.
10 years later, I saw this mother describe how she felt 10 years later. И через 10 лет после этого события я увидел, как эта матушка рассказывает об этом событии. It was in a courtroom when the police who did this, they were now facing criminal charges after the fall of apartheid. Это все происходило в зале суда, потому что после падения апартеида полиция, которая все это сотворила, предстала перед судом. So with the mother in the courtroom, the lawyer showed the newscast. И перед этой матерью в зале суда адвокат показал ей вот эту вот эту новость, эту передачу новостей. Of 10 years before. Это через 10 лет после этого произошло. Oh, the mother, she just started screaming and pulling her hair and pounding her chest. It was the most intense thing I've seen. И мать начала кричать, рвать на себе волосы, бить себя в грудь. Я ничего более интенсивного, более эмоционального не видел. She was describing, no one told me, I turned on the television, I had to see this. Она сказала, никто мне не сказал, я включил телевизор, и я вынуждена была это смотреть. You cannot conceive of the intensity of the situation. Даже невозможно представить себе, насколько сильные эмоции она испытывала. But that's nothing compared to what the gopis felt. Но это ничто по сравнению с тем, что чувствовали гопи. So therefore, the pastime was arranged that they find out indirectly. Поэтому так было устроено это лила, что они узнали об этом просто по слухам. Krishna is the supreme lover. Кришна любит самым совершенным образом. His pastimes produce the topmost love. Его игры вызывают самую величайшую любовь. Akrura is a pure devotee of the Lord. Акрура чистый преданный Господа. He just gets caught up in some tricky circumstances. Он просто попался в каких-то таких, запутался в этой сложной ситуации. Taking Krishna away from Vrindavan. Он забирал Кришну из Вриндавана. And then, you know, the Shimantaka jewel pastime. Знаете эту историю о камне Шимантака? But Akrura is an eternal associate of the Lord. Это все было, но Акрура вечный спутник Господа. Anything else? Что-то еще? Почему, если все в духовном и материальном мирах игры Господа, эмоции, которые мы испытываем, настоящие, например, страдания обусловленных душ? He doesn't read Ukrainian. It's Russian. He doesn't read Russian. Он русский забыл. The Bhagavatam describes the suffering of the conditioned soul. Бхагаватам описывает страдания обусловленных душ. It's like having a bad dream. Это все равно, что кошмар. Someone who's awake just sees that you're tossing and turning in bed, and they know it's a dream. Если человек не спит и видит, как спящий человек бьется там во сне, и он как бы видит, как вы видите какой-то сон. Кошмар. But when you're in the nightmare, you think, oh, this is really happening. И если вам снится этот кошмар, вы воспринимаете это как реальность. So all the suffering of the conditioned soul is a dream. Поэтому все страдания обусловленных душ — это сон. Krishna consciousness means wake up from the dream. Осознание Кришны означает пробуждение ото сна. The suffering is because of misidentification. Страдания возникают из-за ложного отождествления себя с чем-то. The suffering is real in a dream. Страдания, которые мы испытываем во сне, они настоящие. But the dream is only a dream. Но сон остается сном, это лишь сон. Just like this mother who saw her son dead on television for the first time. That's how the news came to her. Как, например, эта матушка, которая увидела смерть своего сына
в первый раз, когда эти новости включила. That is suffering. Это страдание. At the same time, the whole of the material experience is a dream. И в то же время весь опыт, наш опыт в материальном мире — это сон. You can realize it's a dream when you're chanting Hare Krishna. И вы можете осознать, что это сон, когда вы повторяете Харе Кришна. Every night at Kirtan, you all are realizing material existence is a dream. Каждый вечер на киртане вы осознаете, что материальное существование — это сон. I watch all your faces during Kirtan. Я смотрю на все ваши лица во время киртана. Very good. Это очень хорошо. You're waking up from the dream. Вы просыпаетесь от сна. Therefore, our process is to always chant Hare Krishna, and that way you'll always be awake. Поэтому наш путь — это всегда повторять Харе Кришна, и таким образом мы всегда будем в бодрствующем состоянии. It's the only way to stay awake in Kali Yuga. Это единственный способ не спать в Кали-югу. Почему непреданные часто говорят, что Кришна является воплощением Вишну? Not only non-devotees say that, some devotees of Vishnu say that. Не только непреданные говорят так, но некоторые преданные Вишну говорят так. Кура тоже говорил так. No, Akura knows that Krishna is the cause of all causes. Нет, Акрура знает, что Кришна — причина всех причин. Vishnu is not different from Krishna. Вишну не отличен от Кришны. But those who have Lord Chaitanya's mercy and knowledge, they understand the difference between Vishnu and Krishna. Но те, на кого не зашла милость Господа Чайтаньи, они понимают разницу между Вишну и Кришной. It's a higher understanding. Это более высокое понимание. When Krishna says in Bhagavad Gita, there's nothing superior to him, that means nothing, not even Vishnu or Narayana. Когда Кришна говорит в Бхагавад-гите, что нет ничего, что было бы выше, никого, кто был бы выше его, это никто, никого, также включает Вишну и Нараяна. What's an example so you can try to understand? Какой пример, который помог бы вам понять это? To someone from, let's say, the other side of the world, let's say they're from North America, they think Ukraine, Russia, all the same. Например, кто-то, который никогда не был в этой части мира, где-нибудь живет где-нибудь в Северной Америке, он думает, что Россия и Украина — это все суть одно, все одинаково. They don't know the difference. Они не знают разницы. Wait, I'm not finished. Секундочку, еще не I'm закончил. thinking. Я думаю. Or you want to be more subtle. Или, если более тонко это все объяснять, Someone who knows the difference between Ukraine and Russia may not know the subtle difference between Western Ukraine and Eastern Ukraine. тот, кто знает разницу между Украиной и Россией, может не знать тонкую разницу между Западной Украиной и Восточной Украиной. But if they say, oh, it's all Ukraine, they're not wrong. Но если они скажут, что все это Украина, они не ошибутся. But it's just that they don't know deeper. Просто они не знают, у них нет более глубокого понимания. So similarly, if you say, oh, Krishna is Vishnu, you're actually not wrong. Точно так же, если вы скажете, о, Кришна это Вишну, вы в действительности не ошибаетесь. Because within Krishna are all possibilities. Потому что в Кришне, Кришна включает в себя все. But as Krishnadas Kaviraj Goswami explains in Chaitanya Charitamrita, to call Krishna Narayan or Vishnu doesn't really add to his glories. Но, как Кришнадас Кавирадж Госвами в Чайтанья Чаритамрите говорит, на самом деле, когда вы называете Кришну Нараяна или Вишну, это не умаляет его славы никоим образом. Because you miss out on Krishna's intimate pastimes. It's not wrong. It just doesn't add to his glory. Я извиняюсь, я неправильно перевел. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что это, когда вы называете Кришну Нараяной или Вишну, это никак не добавляет ему славы.
Потому что это в этом не включены сокровенные игры Кришны. Simply you don't have high knowledge of Krishna. Просто, когда вы так говорите, называете Кришну Вишну или Нараяна, у вас нет более высокого знания о Кришне. Okay? Oh, God. I was just reading that a few days ago. Несколько дней назад я читал, но забыл. It's a detail I cannot remember. Эту деталь я не могу вспомнить. You have read Chaitanya Charitamrita? Вы читали Чайтанью Чаритамриту? Huh? You'll find it there. Ну вот там и найдете. So, like last question. Последний вопрос. Is it a good one? Хороший вопрос у вас. Because of you all. Просто из-за всех вас. You all make it better. Вы все делаете его лучше. Вопрос был в чем? Этот фестиваль лучше, чем все остальные фестивали. Especially when you chant Hare Krishna. Особенно, когда вы так повторяете Харе Кришну. So I thank you all very much for your association. Я всех вас глубоко благодарю за ваше общение. I look forward to seeing you all again in coming years, Krishna willing. И буду ждать встречи со всеми вами в следующем году, если Кришна того пожелает. Hare Krishna.